Недавно в Бразилии произошел поразительный случай. Двухлетний Кельвин Сантос скончался в больнице от пневмонии. Однако, когда родственники явились попрощаться с усопшим, тот ожил. Эта история поразит вас. Приятного просмотра. Родители намерены подать в суд на врачей, констатировавших смерть ребенка. Между тем, история с Сантосом отнюдь не единственная в своем роде. После того, как в больнице зафиксировали смерть мальчугана, его тело выдали родственникам для похорон. За час до церемонии оно находилось дома, у Сантосов, в открытом гробу. Внезапно мертвый Кельвин сел и попросил воды. Это буквально шокировало отца ребенка Антонио Сантоса и еще нескольких человек, находившихся в комнате. Они подняли крик, однако Кельвин вновь опустился в гроб и больше уже не подавал признаков жизни. Его вновь отвезли в больницу, где врач, как и в первый раз, подтвердил, что он мертв. Между тем моментом, когда медики впервые зафиксировали смерть, и временным оживлением прошло 20 часов. На всякий случай Сантоса решили подождать с погребением еще несколько часов. Но чуда больше не произошло. Сейчас Антонио Сантос намерен подать на больницу в суд, так как считает, что в первый раз врачи ошибочно констатировали смерть, и мальчика еще можно было спасти. Кстати, медики так и не прокомментировали эту ситуацию. Как можно живого человека объявить мертвым? Ну вот, к примеру, знаменитый физиолог Иван Петрович Павлов наблюдал пациента, который проспал летаргическим сном 20 лет, с 1898 по 1918 год. При этом его сердце билось со скоростью всего 3 удара в минуту, и он совершал не более 1-2 вздохов в минуту. А этот случай задокументирован в архивах за 1937 год. 19-летний Анджело Хей из французской деревушки Сент-Квентин-де-Кале во время езды на мотоцикле врезался головой в кирпичную стену. Вызванный на место происшествия врач не уловил ни пульса, ни дыхания и объявил юношу мертвым. Через 3 дня он был похоронен. Однако незадолго до этого отец Анджело застраховал его жизнь на 200 тысяч франков. И страховая компания решила расследовать этот случай. Инспектор потребовал эксгумировать тело для выяснения точной причины смерти. Поэтому всего 2 дня спустя после похорон могилу вскрыли и отправили тело в бюро судебно-медицинской экспертизы в Бордо. А там патологоанатом обнаружил, что труп еще теплый. Покойника отправили в больницу. Эксперты пришли к выводу, что черепно-мозговая травма, которая привела к глубокой коме, резко сократила потребность организма в кислороде, иначе юноша скончался бы в могиле от удушья. Анджело сделали несколько операций, и спустя долгие месяцы лечения он наконец поправился. Вот такая удивительная история. А что вы думаете по поводу данного видео? Если вам понравилось видео, то ставьте лайк, а также подписывайтесь на наш канал, где найдете еще много интересных видео. А если у вас или у ваших знакомых есть интересные истории, то присылайте их нам. Мы обязательно расскажем про них в следующем видео. Почта указана в описании. До новых встреч!